На вид капуста без соли не отличается от обычной квашеной, а вот свойства отличаются. Соль существенно подавляет размножение полезных бактерий, за которые и ценятся квашеные продукты. Квашение без соли создает условия для развития полезных симбиотов, что очень полезно для иммунной системы. Кроме того, квашеная капуста – прекрасный источник витамина С, кальция, натрия, фосфора и важных для пищеварения энзимов, большая часть которых погибает при использовании соли в квашении. Если вы хотите узнать больше информации, под этим видео есть ссылка на интересный материал о полезных свойствах квашеной бессолевой капусты. Как правильно заквасить капусту без соли? С качана снять 2 листа и отложить в сторону. Качан нашинковать тонкими длинными полосками. Для вкуса можно добавить тмин, укроп, петрушку, корень хрена или горький перец. Можно заквасить капусту вместе с морковью или свеклой. Однако не переборщите с порциями, потому что на заквашивание моркови и свеклы требуется больше времени. Поместить капусту в глубокую миску, банку или кастрюлю. Капусту нужно хорошо утрамбовать и залить холодной водой. Можно добавить немного свежевыдавленного лимонного сока. Утрамбованную капусту сверху закрыть целыми листами и накрыть тарелкой. Поставить под пресс и оставить в теплом месте на 2-4 дня. Во время заквашивания рекомендуется каждый день пробовать капусту, чтобы довести ее до того состояния и вкуса, что понравится именно вам. Готовую квашеную капусту переложить в банку и убрать в холодильник. Тонкости приготовления, секреты и советы. Основная трудность при квашивании капусты без соли – уберечь продукт от порчи. Поэтому овощи для приготовления не только моют, но и тщательно высушивают, а всю посуду и ножи ошпаривают кипятком. Если капуста сухая, то после нарезки ее нужно хорошо перемять и затем хорошо спрессовать. Оставшийся рассол можно использовать для заквашивания следующей порции. С рассолом капуста будет готова еще быстрее. Не выливайте капустный рассол. Его можно использовать для приготовления выпечки или пить понемногу для поддержания полезной микрофлоры. Рассол квашеной капусты можно использовать для приготовления различных сыроедных блюд, соусов, супов, а также живого сыра и йогурта. Рассол прекрасно хранится в стеклянной таре в холодильнике на протяжении длительного времени. Готовую капусту можно подсаливать. Соль в данном случае выступит как усилитель вкуса, а не компонент для заквашивания. Лучше использовать гималайскую или морскую соль. В заключение, подобная капуста является настоящим пробиотиком. Ею можно восстанавливать и поддерживать нормальную микрофлору кишечника, без всяких лекарств и биологических добавок.